Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром в Москве арестовали генерала Росгвардии Константина Рябых за получение крупной денежной взятки в размере 20 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным прессы, уже возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере». Звезда российского спорта, профессиональный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов принял решение работать в комитете Никиты Михалкова. По данным прессы, 36-летний спортсмен будет работать в силовой группе и обеспечивать безопасность возрастных сотрудников организации. Через несколько дней Хабиб Нурмагомедов должен приехать в Москву и приступить к исполнению своих профессиональных обязанностей. Сегодня поздно ночью в реанимации одной из московских больниц скончался известный музыкант, бас-гитарист группы Любэ, родной брат Павла Усанова Сергей Усанов. Сергею Усанову было 42 года. Он выступал в группе Любэ с 1998 года. Несколько дней назад мужчина попал в тяжелое ДТП. Врачи боролись за его жизнь, однако чуда не произошло, и известный музыкант ушел из жизни. Народная артистка Российской Федерации Екатерина Васильева, которая еще в 2021 году по собственному желанию ушла в женский монастырь, получила новый церковный сан. Теперь известная актриса Екатерина Васильева является алтарником. Это главный помощник священнослужителя. Отметим, что Екатерина Васильева – это известнейшая российская и советская актриса, которая сыграла одну из главных ролей в новогоднем фильме «Чародеи». Известная певица Алла Пугачева стоит на грани развода со своим супругом Максимом Галкиным. Об этом сообщает зарубежная пресса страны Кипр и Израиль. По данным мировой общественности, на это есть очень веские причины. Несколько дней назад у Максима Галкина было обнаружено особо тяжелое, а порой и смертельное заболевание СПИД. Алла Борисовна Пугачева очень эмоционально отреагировала на данную информацию и, по данным прессы, уже узнавала в суде о подготовке бракоразводных документов. В интервью газете «Кипр» Алла Пугачева заявила, что она любит своего супруга, однако чистота и здоровье семейных отношений стоит у нее на первом месте. Однако, как считают эксперты российской общественности, до самого развода Галкина и Пугачевой дело может не дойти. Скорее всего, Алла Борисовна и Максим Галкин просто перестанут жить вместе и будут появляться совместно только на публичных мероприятиях. Однако есть и вторая причина, исходя из которой журналисты стали говорить о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Несколько дней назад Алла Пугачева дважды появлялась на музыкальных вечеринках на Кипре в компании незнакомого молодого мужчины. Журналисты узнали в молодом красавце известного мексиканского певца 26-летнего Торро Каррероса, который именно сейчас гастролями находится в Кипре. Как считает пресса, говорить о новом романе Аллы Пугачевой и певца Торро Каррероса еще рано. Однако, без сомнения, Алла Борисовна проявляет пристальное внимание к молодому исполнителю. Известный российский юморист Евгений Петросян выплатил повторную компенсацию семье Филиппа Киркорова в размере 12 миллионов рублей. Отметим, что чрезвычайное событие произошло еще в 2024 году. Евгений Петросян в одной из московских гостиниц застал свою супругу в компании двоюродного брата Филиппа Киркорова, болгарского певца Благоя Киркорова. Евгений Ваганович Петросян, не выдержав сцену ревности, лишил жизни брата Филиппа Киркорова, после чего начался судебный процесс и была выплачена первая и повторная компенсация. В итоге было определено, что Евгений Петросян совершил преступление в состоянии аффекта. Ну и в продолжении криминальной темы племянника известной артистки Екатерины Варнава направили в следственный изолятор города Москвы.
стало известно, что племянник Екатерины Варнавы длительное время тайно был членом преступной группировки, которая специализировалась на угонах автомобилей. Племяннику Екатерины Варнавы грозит 6 лет лишения свободы. К сожалению, ухудшилось состояние здоровья известного кинорежиссера Андрея Кончаловского и сотрудника комитета, артиста российского балета Николая Цискоридзе. У Андрея Кончаловского несколько дней назад произошел обширный инфаркт, а у Николая Максимовича Цискоридзе был обнаружен рак мозга второй степени. За жизнь артистов борются лучшие врачи. Положение дела усугубляется тем фактом, что Андрей Кончаловский имеет почтенный возраст – 87 лет. Большая потеря в мире российского искусства и культуры. Ушел из жизни известный российский и советский кинорежиссер, заслуженный артист России Григорий Спектор. Григорию Ивановичу было 99 лет. Григорий Иванович Спектор был заслуженным деятелем искусства Российской Федерации. Под его началом было снято более 30 кинокартин и 150 театральных постановок. Известному эстрадному исполнителю Валерию Леонтьеву продлили срок ареста на 15 суток до полного выяснения обстоятельств дел. Отметим, что несколько дней назад Валерий Леонтьев получил крупную денежную сумму заранее за музыкальный концерт. Однако сам не приехал к месту назначения и деньги обратно не вернул. Самое минимальное наказание в данном случае – это крупный денежный штраф и возмещение морального и материального ущерба. Пресс-служба комитета сообщает о большой трагедии, которая произошла в семье известного политического деятеля Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки. Чрезвычайное событие произошло в частном поезде Дмитрия Пескова недалеко от города Москвы. Семья Дмитрия Пескова отмечала крупный семейный праздник прямо в частном поезде и на мероприятие пригласила известных российских артистов, певицу Еву Польна и Надежду Кадышеву. Помимо этого в мероприятии участвовали и другие известные публичные личности. К сожалению, праздничное гуляние не обошлось без эксцессов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пока по неизвестной причине из поезда выпал младший сын Дмитрия Пескова от первого брака Иван Песков. К сожалению, молодой человек погиб. Также тяжелую травму получила и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. На данный момент она находится в реанимации. На данный момент выясняются точные причины трагического происшествия. Сегодня исполняется 45 лет со дня выхода легендарного советского кинофильма «Москва слезам не верит». Замечательная кинокартина о любви и жизненных испытаниях полюбилась миллионам зрителей. В легендарном кинофильме были задействованы известные артисты, такие как Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов и многие другие. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.